Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать на торжественную церемонию начала строительства первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Республике Узбекистан. Для нас большая честь приветствовать президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, которые принимают участие в церемонии по видеосвязи из города Санкт-Петербурга. Сегодня мы становимся свидетелями ключевого этапа в реализации проекта строительства атомной электростанции, который внесет значительный вклад в устойчивое энергетическое развитие Центральной Азии и укрепление международного сотрудничества. Уважаемые участники, предлагаем вашему вниманию видеоролик о проекте сооружения атомной электростанции в Джизакской области. История атомной отрасли Узбекистана – это путь от научных исследований прошлого века к масштабным строительным объектам наших дней. Фундаментом развития послужили учреждения Академии наук и открытие крупнейших месторождений урана в Кызылкуме. Создание Института ядерной физики и успешный запуск первого исследовательского реактора сформировали признанную научную школу. У ее истоков стояли выдающиеся ученые Убай Арифов, Сергей Стародубцев, Улух Гулямов, Пулат Хабибулаев и Бехзод Юлдашев. Этот бесценный опыт получил практическое продолжение 19 октября 2018 года, когда президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Российской Федерации Владимир Путин дали официальный старт проекту первой в республике атомной электростанции. Вслед за утверждением национальной стратегии развития отрасли важным шагом стало открытие ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ для подготовки будущих специалистов. Новый масштабный этап начался 27 мая 2024 года с подписанием исторического контракта на возведение станции. Вскоре на площадке развернули передовую строительную базу, а 9 октября 2025 года началась разработка котлована под первое здание реактора. Знаковым этапом проекта стало 24 марта 2026 года. УЗАТОМ и Росатом закрепили договоренности. Было получено разрешение на размещение энергоблоков с реакторами РИТМ-200Н, и на объекте стартовали масштабные бетонные работы. Сегодня в сердце Джизакской области, на территории 525 гектаров, формируется ключевой центр технологического прогресса всей Центральной Азии. Здесь воплощается в жизнь первая в мире интегрированная АЭС. А это фундаментальный шаг в будущее. Уникальная конфигурация из 4 энергоблоков поколения 3+, сочетает мощность реакторов ВВР-1000 на 2000 МВт и малых модульных реакторов РИТМ-200Н общей мощностью 110 МВт. Система обеспечивает максимальную технологическую безопасность и стабильную работу всей энергосистемы. Это больше, чем энергетический проект. Это источник силы, который будет питать развитие страны десятилетиями вперед. Ежегодная генерация 15 миллиардов киловатт-часов чистой энергии будет освещать дома, приводить в движение промышленность, вдохновлять на научные открытия и открывать путь новым поколениям. Здесь рождается энергия будущего. Чистая, надежная и созидательная. Энергия, которая укрепляет экономику и бережет природу. Энергия, с которой Узбекистан уверенно смотрит в завтрашний день. Слово для приветствия участников церемонии предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Спасибо, уважаемый Шавкат Миромонович, уважаемый господин Гросси, дорогие друзья. Хотел бы поприветствовать всех участников торжественной церемонии, посвященной запуску строительства Росатомом первой атомной электростанции в Узбекистане. Символично, что мы даем старт этому масштабному совместному российско-узбекистанскому проекту отсюда, из Санкт-Петербурга, вместе с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым.
Начало заливки бетона в фундамент энергоблока номер 1 будущей АЭС означает, что работа по созданию одной из крупнейших в регионе атомных станций переходит в практическую плоскость. То, что Россия и Узбекистан реализуют такой действительно флагманский высокотехнологичный проект, является ярким примером дружбы и союзничества двух наших государств. Свидетельствует об успешном и динамичном развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства по всем направлениям. И это лучшее тому доказательство. Партнерство, которое носит обоюдовыгодный характер, способствует процветанию и повышению благосостояния стран и народов наших государств. Росатом построит в Жизакской области Узбекистана 2 больших реактора поколения 3+, каждый по 1000 мегаватт, и 2 малых энергоблока по 55 мегаватт. Это уникальная схема, выбранная президентом Узбекистана, не имеет аналогов в мире и позволит сделать АЭС максимально мощной и эффективной. После ввода в строй станция ежегодно будет производить порядка 17 миллиардов киловатт-часов энергии, обеспечивая до 15% энергопотребления Узбекистана, что станет реальным вкладом в укрепление энергетической безопасности и республики, да, пожалуй, и всей Центральной Азии в целом. Росатом, как признанный глобальный лидер в области мирного атома, готовится применять при сооружении АЭС самые современные технологии и инженерные решения. Будут учтены все строгие стандарты безопасности и экологические требования МАГАТЭ. Участвующий в нашей церемонии господин Гросси, надеюсь, это подтвердит. Я хочу господина Гросси еще раз отдельно поприветствовать и поблагодарить его за то, что он приехал на нашу церемонию. Подчеркну, что проект обеспечит смежными заказами многие узбекистанские предприятия. Появятся новые рабочие места, будут активно привлекаться местные подрядчики к монтажу, поставкам материалов, предоставлению транспортных и других услуг. В общей сложности на стройплощадке планируется задействовать порядка 15 тысяч человек. Важно, что Россия не только построит АЭС, но и предоставит партнерам из Узбекистана льготный экспортный кредит, а также окажет поддержку на всем жизненном цикле работы станции. Это включает обязательства по долгосрочной поставке реакторного топлива, сервисному и техническому обслуживанию, по обращению с отработавшим ядерным материалом. По сути, при содействии нашей страны в Узбекистане формируется национальная высокотехнологичная ядерная индустрия. Ну вот я, честно говоря, только что узнал, что в принципе задел-то у Узбекистана в этом направлении есть, и опыт есть. Научная база. Но, конечно, это все требует обновления, поскольку за предыдущие десятилетия, к сожалению, в Узбекистане этому направлению не придавалось необходимого внимания. Сейчас с подачи президента Мирзиёева эта работа разворачивается. И действительно формируется национальная высокотехнологичная ядерная индустрия, как я сказал. При этом Росатом передаст узбекистанцам уникальные технологии мирного атома, которые можно использовать как в энергетике, так и в сельском хозяйстве, в медицине и в других отраслях. Россия окажет содействие Узбекистану и в подготовке, как только что было сказано в ролике, квалифицированных инженерных кадров, технических и управленческих кадров для будущей станции. В российских вузах по направлениям, связанным с ядерной энергетикой, получают образование порядка 400 узбекистанцев. Еще более 300 учатся в Ташкентском филиале Московского инженерно-физического института, опорного вуза российской атомной отрасли. И здесь президент Узбекистана заранее об этом позаботился и создал необходимые условия для подготовки национальных кадров. В заключение хотел бы сердечно поздравить всех вас с запуском столь значимого двустороннего проекта и пожелать участникам строительства АЭС в Узбекистане успехов. Всего самого доброго. Благодарю вас.
Слово для приветствия участников церемонии предоставляется президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин Гросси, дамы и господа, искренне рад приветствовать вас на церемонии, посвященной началу строительства в Узбекистане первого энергоблока интегрированной атомной электростанции. Сегодня мы запускаем не просто очередной этап инфраструктурного проекта, а являемся участниками исторического события. Мы даем старт начала нового этапа технологического, промышленного и научного развития нашей страны. В Узбекистане закладываются основы развития новой для нас сферы современной атомной энергетики, отрасли, являющейся символом высоких научных возможностей, передовых инженерных компетенций и стратегического видения будущего. После выхода на полную проектную мощность атомная станция внесет значимый вклад в генерацию электроэнергии в нашей стране. Она будет служить развитию национальной экономики, научного и производственного потенциала, обеспечить наших потребителей чистой энергией. Важно отметить, что этот проект не имеет аналогов, как уже отметил Владимир Владимирович, в мире. Он объединяет последние достижения в области маломодульной атомной генерации и крупной базовой энергетики. При этом, подчеркну, безопасность является для нас абсолютным и безусловным приоритетом. Сооружение станции, подготовка ее к эксплуатации осуществляется на основе самых современных международных стандартов, передовых инженерных решений и под постоянным контролем МАГАТЭ. Особо отмечу, что осуществление этого проекта станет еще одним ярким свидетельством успешного и взаимовыгодного узбекско-российского сотрудничества в сфере энергетики. Выражаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, искреннюю признательность за личную поддержку и внимание к реализации данного стратегического проекта. Хочу также выразить благодарность генеральному директору Международного агентства по атомной энергетике, другу нашему господину Рафаэлю Гросси, за неизменную поддержку и сотрудничество. Отдельно хотел бы поблагодарить всех узбекских и российских специалистов за совместную работу, высокий профессионализм и ответственность. Дорогие друзья, убежден, что успешная реализация строительства в Узбекистане современной интегрированной атомной электростанции будет способствовать дальнейшему укреплению узбекско-российских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, послужит устойчивому развитию наших стран. Благодарю за внимание. Уважаемые участники церемонии, сегодня на площадке строительства АЭС в Джизакской области присутствует почетный гость, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси. Господин Гросси, вам слово. Большое спасибо. Всем добрый вечер или доброе утро даже, поскольку начинается новый день с этим новым прекрасным проектом. Господин президент Мирзиёев, уважаемый президент Владимир Путин, для меня честь участвовать в этой виртуальной площадке вместе с вами сегодня утром из ЖЭКа. Вы оба описали этот проект как уникальный. У него уникальные характеристики. Он представляет интегрированный формат. Что это означает? Он будет сочетать один из
важных видов технологий сегодня, а именно реакторы малой мощности. Это технология, которые не все обладают в мире вместе с традиционными АЭС. Все это трансформирует этот красивейший регион. Я вижу, здесь присутствуют инвесторы из других стран. Они заинтересованы в этом проекте. Этот проект будет способствовать и развитию цифровой экономики, развитию центров обработки данных и других возможностей. Здесь присутствует и МАГАТЭ, что показывает высокий уровень ответственности со стороны двух стран. Узатом, Росатом ответственно относятся ко всему и ко всем проектам, которые они реализуют по всему миру. Они полностью уважают принципы безопасности, физической безопасности, нераспространения. Мы будем способствовать реализации этого проекта на всех этапах. Вы можете в этом быть уверены. Это особенный день для нас, знаменательный день. Поздравляю Россию, Узбекистан, Росатом, Узатом с этим позитивным началом. Большое спасибо. Будем с вами до полного осуществления этого проекта. Благодарю за внимание. Дорогие участники, позвольте перейти к совместному докладу представителей атомных отраслей Республики Узбекистан и Российской Федерации. Слово предоставляется первому заместителю генерального директора госкорпорации «Росатом», президенту компании «Атомстройэкспорт» Андрею Ювеналиевичу Петрову. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Шавкат Миромонович, дамы и господа. Сегодня мы являемся свидетелями исторического события. Заливка первого бетона знаменует собой переход к основному этапу строительства первой в республике атомной станции. Наш проект развивается достаточно динамично. В октябре прошлого года мы начали разработку котлована, а уже в марте текущего года были запущены работы по созданию бетонного основания реакторного отделения. Сегодня мы абсолютно готовы к выходу на первый бетон. АЭС в Узбекистане – это уникальный проект. И для нас, для Росатома, это большая честь, что именно российские технологии сегодня выбраны для создания атомной энергетики в Узбекистане. Безусловно, такое интенсивное развитие нашего проекта было бы невозможно без поддержки на самом высоком уровне. Позвольте выразить вам, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Шавкат Миромонович, слова благодарности за особое внимание к реализации нашего проекта. Слово предоставляется директору агентства по атомной энергии при Кабинете министров Республики Узбекистан Азиму Исраиловичу Ахмедхаджаеву. Уважаемый президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович, уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович, проект строительства первого энергоблока АЭС на территории Республики Узбекистан готов к реализации. Все подготовительные этапы завершены. Комитетом промышленной традиционной ядерной безопасности при Кабинете министров Республики Узбекистан выдана лицензия на сооружение энергоблока. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вашего разрешения на старт заливки первого бетона блока номер 1 малой мощности. Разрешите. Уважаемый Шавкат Миромонович, прошу разрешить запуск строительных работ. Разрешаю. Приглашаем студентов ташкентского филиала НИЯУ МИФИ Севинч Еркулову и Дмитрия Ескина от лица будущих специалистов, которые будут работать на АЭС в Джизакской области, нажатием символической кнопки положить начало строительству первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Республике Узбекистан.
Уважаемые участники церемонии, дамы и господа, строительство первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Республике Узбекистан начато. Мы благодарим за участие президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также уважаемых гостей в зале. На этом торжественная церемония является закрытой. Спасибо. В добрый час. Рахмат, Катта Рахмат. Спасибо большое.